Платон Ильич, так что после приема у меня в кабинете есть повод. Да-да, заходите. Спасибо. Обязательно зайду. Витасик, я тогда… Лёчка, я тебя только умоляю, пожалуйста, только ничего не разделай. Витась, ну, ты как? Извините. Поели тортик. Да. Добрый день. К вам можно? Да, пожалуйста, проходите. Присаживайтесь. Ну, давайте знакомиться. Варя Юдина. Варвара Юдина. Волнуетесь? Ну, есть немного. Дело в том, что у меня есть проблема неразрешимая. Я беременна. Очень хорошо. Надеюсь, ребенка решили сохранить? Да, и просто это решение далось мне не очень легко. Вам что, больно? С чего вы взяли? Вижу. Вот что. Я выпишу вам направление на анализы. На анализы не надо, у меня все в порядке. Уже делали? Я знаю. Замечательно. Принесете мне анализы, я тоже буду знать. Прошу. Спасибо. Между прочим, Сима, мне стоило немалых усилий уговорить Варю прийти на прием. Не одна ты старалась. Мне пришлось пообещать ей… Впрочем, пока рано об этом говорить. О чем? Не спрашивай, я все равно ничего не расскажу. Как всегда от меня что-то скрываете, бессовестные. Слушай, извини за меня, пожалуйста. Варька что-то долго, а меня мой благоверный уже ждет. Он же у меня Отелло. Так не хочется лишний раз его нервировать. Ну хорошо, передавай привет своему компьютерному гению. Ага, спасибо, передам. До свидания. Спасибо, до свидания. Андрей Васильевич, нам с вами не по пути? Если вы Квитко… По пути. Вы что, все еще дуетесь на меня? Нет, с чего вы взяли? Ну, это же очевидно. Не буду вас разубеждать. Эй, не обижайтесь, Андрей Васильевич. Марина Станиславовна, обида – это что-то очень личное. А у нас с вами сугубо деловые отношения. Извини, задержалась. Ничего, все в порядке. Как дела? Отлично. Нужно пройти УЗИ и сдать анализы. Ты врачу сказала? Нет, не сказала. А когда скажешь? Не знаю. А Олегу сказала? Вы что, сговорились с Симой? Мы уже давно-давно не общаемся с ним. Правильно подумала. И мама его будет не в восторге. Слушай, при тебе надо отключать мыслительный процесс. У тебя не получится. Одна Симка может противостоять твоему рентгену. Кстати, просила ее извинить. Уже извинила. Ладно, Алусь, пойдем отсюда. Я просто не могу. Эти белые халаты действуют мне на нервы. Хватит с меня уже. Я предлагаю еще раз за наше приобретение, за нашу с Витой Ладу Калина невероятно алого цвета. Ура! Ура! Ура, товарищи! Я даже пошла на курсы вождения, было первое занятие. Если забыть про кредит, то в принципе все классно. Правильно, правильно. Жизнь скоротечная, нужно пользоваться ее благами. Правда?
Да, и мы наконец-то будем ездить с семьей в отпуск не на поезде, а на своей машине. Перестаньте опаздывать на работу. Елизавета Юрьевна, Олег Борисович, а вы меня потом не выручите? Конечно. Дорогие друзья, я вас поздравляю с этим прекрасным приобретением. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла вам. Спасибо. Спасибо, Альберт Александрович, спасибо, дорогой. Ничего себе, Альберт Александрович, это вы как-то прямо круто. Не надо вот этой жалости, не надо ничего, пожалуйста. Альберт Александрович, вы бы тоже чего-нибудь бы там съели, Спасибо. картошку? Я, с вашего позволения, еще плеснусь немножко. Альберт Александрович, вы прям так подряд, вам не будет много? А вы что, за мной следите, что ли, Марина Славовна? Вы переключитесь на кого-нибудь другого. Ну зачем людям праздник портить? Да ради бога. Марина, Марина Станиславовна, ну подождите, ну... Ошиблись дверью, Альберт Александрович? Извините меня, пожалуйста, Марина Станиславовна. Закройте, пожалуйста, дверь с другой стороны. Ну зачем так грубо-то? Давайте поговорим, а? Фу, вы бы хотя бы жвачку хоть пожевали. А я жевала, она проглотила. Что вы за наказание такое? Вы знаете, я всегда знал, что такая красивая женщина, как вы, не может быть стервой. Вы лучше воды выпейте, а то очень сомнительный комплимент. Вы когда у нас в больнице появились, нет, я не собирался претендовать на вашу руку, сердце. Но от вас таким чем-то повеяло новым, свежим таким, нашей френциальной дыре. Мария Станиславовна, я по вам скучаю. Вот оно, оказывается, как. Знаете, я в жизни нажил такого количества врагов. Пожалуйста, не пополняйте их число. Не буду. Давайте я вас домой отвезу. Давайте. Доброе утро, Катюш. Привет. Классно выглядишь. Я знаю. Ну, только ты же не за этим сюда с самого утра спустился. Нет, я хочу пригласить тебя сегодня вечером вместе поужинать. Если у тебя нет своих дел, вот, пойдем в ресторан. В ресторан, говоришь? Ну, дел нету. В общем, если ничего не случится, пойдем. Значит, договорились, в холле в 7. Я могу идти переодеваться? Да. Да, мамуля? Да нет, все хорошо. Не надо приезжать, не волнуйся. Ну, хорошо. Ладно. Девушка, не подскажете, Ну, ладно. Не знаю. Хорошо. Да. Привет. Как ты узнал? Ну, можешь считать, что за время нашего с тобой знакомства я кое-чему у тебя научился. Алла или Симка? Я своих информаторов не сдаю. Послушай, мне ничего от тебя не нужно. А я бы хотел пойти с тобой вместе на прием. Зачем? Это мой ребенок. Я не шучу.
Алло, Серег, привет. Слушай, подмени меня, пожалуйста. Я задерживаюсь. Да, очень важные обстоятельства. Спасибо. Пойдем. Вот, пожалуйста. Заключение об обследовании. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Проходите. Так, начнем. Где ваша карточка? Ты удивил меня на УЗИ. Надо же, чуть слезу не пустил. Не изви, пожалуйста. У нас будет дочка. А то у меня будет дочка. Слушай, давай не будем с тобой изображать идеальную пару, тем более, что мы пытались, и у нас ничего не получилось. Варь, Варечка, ты всегда решала за нас. У тебя всегда были на это особые основания. Ты умеешь предвидеть, значит, не ошибаешься. Варь, с этим нелегко смириться. Слушай, мы больше не вместе. И я не могу этого изменить. Это реальность. Поэтому, пожалуйста, можешь меня больше не беспокоить. Неужели это твое последнее слово? Я не понимаю, зачем ты это делаешь. Прости меня, Олежка, прости. Да-да. Здравствуйте, Платон Ильич. Здрасте. Вы меня помните? Конечно, Варвара, проходите. Как поживают наши анализы? Вот, пожалуйста. Так. Гемоглобин понижен. Белок в моче повышен. Ага. Отеки есть? Да, даже кольца не могу носить. И ноги к вечеру как колодки. Головные боли, головокружение? Если резко встану, то да. Варвара, надо ложиться в стационар. Есть подозрение на поздний гистоз. Будем лечиться. Ну, это обязательно? Обязательно. Не доверяете современной медицине? Я, Платон Ильич, доверяю своей интуиции. Я знаю и вижу, что будет в будущем. Вот как? Вы предсказательница? Предсказательница? Да нет, ничего особенного. На самом деле это есть в каждом из нас. Предсказание, интуиция. Просто мы не прислушиваемся к себе. А вы прислушались? Прислушалась. Я знаю, что мне придется дорого заплатить за рождение этого ребенка. Так, вот направление. Здесь назначение. Канифрон, отвар брусничного листа, клюквенный морс. Прошу. Морс. Морс – это замечательно, конечно. Маме поручу. Я вас больше не задерживаю. Ни в какую не хочется общаться с Олегом. Олег мне всегда нравился. Вот она его матери нет. И передай, пожалуйста, Аллочке, что меня сегодня не будет, что меня в больницу кладут. Слышь, Аллочка, ну все, пока, до связи. Всего хорошего. Что случилось? Очки. Ну, ты не волнуйся. Ты знаешь, что ты лучше приезжай ко мне домой, возьми тапочки, зубную щетку, ладно? Вот видишь, как хорошо, что я тебя не послушала. Я чувствовала, что я тебе буду нужна. Ну, конечно, нужно. Да, и приготовь, пожалуйста, клюквенный морс. Ладно? Ну, идем. Варя. А когда ты поняла, что ты особенная? В 13 лет. У моего папы тогда были проблемы на работе. И я точно знала, что нужно делать. Долго не решалась ему предложить, и потом только со мной советовался.
Ну, честно говоря, я тоже не особо верю во все эти экстрасенсорные дела. Не веришь? Твой муж, к сожалению, любит выпить. Вы вместе уже 6-й год, а на ребенка ты решилась только теперь, так? Но ты не переживай, твой ребенок будет здоровым. А что обо мне скажешь? А у тебя уже есть 2 сына. Старшему 20, младшему 8, а вы с мужем очень хотите девочку, так? Врачи еще не сказали тебе, что твоя мечта сбудется? Вот обрадовала, спасибо. Слушай, здорово. Мне бы так. Вот приходит мой миллионок, а я все считываю с его лица без единого вопроса. Варь, а ты о себе все знаешь? Знаю, что ты не сказала бы, что с этим очень легко жить. Да, трудно тебе. О, Андрей Васильевич, какой букет. Это мне. Да. Я знала, что рано или поздно вы перестанете на меня дуться. Все, больше никаких обид. Никаких. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Андрей, прости, пожалуйста, мне позвонили, я срочно должна ехать. Стой, куда ехать? На 20-й километр. Там один из наших разбился. Подожди, я как врач могу помочь. Я с Андрюш, тобой спасибо. поеду. Я сама. Что за день? А кроватку вы уже купили? Да, кстати, вот такой вот. Красиво. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Присаживайтесь. Спасибо. Вот это тебе, Варенька. Я, конечно, не оригинальна, но это все можно. Спасибо большое, но не стоило беспокоиться. Девочки, мы можем поговорить с Варей? Спасибо. Я знаю, что тебе неприятен мой приход. Зачем вы пришли? Я поговорила с сыном. Он рассказал мне о твоей беременности. Теперь ты святая, а он подонок. Ну, я такого не говорила. Я хочу, чтобы ты меня поняла. Я воспитывала Олежку одна, сама. В нем весь смысл моей жизни. И я видела для сына иную жизнь. Рядом с другой женщиной. С обычной женщиной. И как же вы это видите? Или обычный женский материнский эгоизм? Он будет с тобой как под рентгеном. Но согласись, что рано или поздно от этого любой может сойти с ума. Это хорошая сумма. И это единственное, что я могу предложить, чтобы ты навсегда оставила моего сына в покое. Я не держу Олега. Пожалуйста, заберите ваши деньги. Возьми. Будем считать, что это плата за Олежкину ошибку. Заберите деньги. Мне от вас ничего не нужно. Не надо так нервничать. Как угодно. Олег не знает, что я приходила. Ну вот совсем другое дело. Анализы хорошие, белок в пределах нормы, отеки спали. Не вижу больше причин задерживать вас в больнице. Ну, это здорово. Я уже ужасно хочу домой. Я с детства боюсь этих больниц, врачей. Чувствую себя здесь неспокойно. Понимаю. А я ведь тоже умею диагнозы ставить. Да вы что? Например, я знаю, почему вы принимаете столько обезболивающих препаратов. Но вы не волнуйтесь, все наладится. И помощь придет с самой неожиданной стороны.
Вы в мне очень нуждаетесь. Варвара, я не пациент. Это вы у меня на приеме. И на сегодня он закончен. Я жду вас на следующем плановом осмотре. Да, если одна женщина причинила вам боль, то нужно простить ее и забыть. А то ведь можно упустить ту, с которой вы будете счастливы. Симка, я знаю все, что ты хочешь мне сказать, поэтому не повторяйся. Ничего ты не знаешь. Олег сам не свой. Алла места себе не находит, ну о себе я уже вам вообще молчу. Ну ты же обещала мне еще в мой первый визит к врачу, ты это помнишь? Ну я же не думала, что все настолько серьезно. Ты думала, что я шучу? Сим, я доверяю тебе. И я хочу, чтобы ты воспитывала мою дочь. Что ты придумала? Ну хорошо, я со своим Отелло уже это обсудила. И что? Он не верит. Говорит, бабские истерики перед родами. И ты тоже так решила. Сима, я знаю, что я умру. И я знала это с самого начала. Но я все равно решила оставить ребенка. Симка, ты хранитель всех моих секретов. Это последний. Ну как же я жить-то буду? Знать такое и молчать. Но я ничего не могу изменить, никто не может. Поэтому не надо расстраиваться, нужно думать о ребенке. Да? Ну все. Я на УЗИ, потом к Земцову. Я подожду тебя. Не надо, потому что, может быть, это надолго. Я буду ждать тебя в холле. Ладно, если Олег позвонит, то ты скажи ему, что… Нет, не надо ничего говорить. Я уже лечу. 15 минут. Максим Викторович, можно вас на одну Потом. минуточку? Максим Викторович, Я занят. ну мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Занят. Тяжело, наверное. Тяжело, но это того стоит. Нет. Нет, ну, только не для меня. Не сейчас. Мне всего 23. Я нашла замечательную работу. У меня такие перспективы. И взять, все перечеркнуть. Ради чего? Ну, может быть, ради того, чтобы не состариться в одиночестве? Ради того, чтобы у вашего сына было будущее? Чтобы услышать смех внучки? Вы ведь еще не придумали ему имя? Нет. А ведь отчество Владимирович дает очень широкий выбор для фантазий. Вы кто? Откуда вы знаете про Володю? Сейчас не важно, кто, и я действительно не знаю Володю. Важно, что вы сейчас идете на встречу со своим сыном. И он уже все чувствует. Вы подумайте над этим. Привет, Симка. Что случилось? Привет. Спасибо, что приехала. Что за срочность? Я все дела бросила. Где Варька? Снова кладут на сохранение. Прости, что оторвала тебя от работы. Я просто места себе не нахожу. Варя, она… Да что случилось? Говори. Это так тяжело, Аллочка. Прости. Она на УЗИ, потом к врачу. И… Так, Симка, я изо всех сил пытаюсь не обижаться. Я люблю тебя, Варю, но я вижу, что-то случилось. Ну, улыбаться перестала,
Глаза грустные. И ты знаешь, почему. А я нет. Это несправедливо. Если бы я не познакомила ее с Олегом, не было бы того, что целый год делает ее счастливой. И того, что в один момент может отобрать у нее самое дорогое. Говори немедленно. Да. Здравствуйте, вызывали? Да, вызывала. Проходи, пожалуйста. Сейчас, секунду. Сядь. Пациентки интересуются, где Максим Викторович? Где Заболотин? Вы не в курсе? Ну, конечно, я в курсе. Его нет, он ушел. Как ушел? С приема? Ой, не мое это дело, не хотела говорить, но мне кажется, что у Максима Викторовича намечается бурная личная жизнь. Да-да. Я недавно видела, как он в холле с молоденькой девушкой обнимался. А эта девушка накануне его ждала. А я видела, как он с молодой девушкой закрылся в кабинете во время приема, беспардонно. Да вы что? Да. А сегодня? Сегодня так летел по коридору, я рта не успела открыть, спросить по поводу лекарств. Он так торопился, что даже не остановился. Не видит меня. Так, найди мне его немедленно. Ну, есть одна мыслишка. Можно я позвоню? Конечно. На домашний. Так, как там? 4. 11 последняя, не помните? Нина. Добрый день. А пригласите, пожалуйста, к телефону Максима Викторовича. Нет, это аттестационная комиссия из облздрава беспокоит. Всего доброго. Что такое? Интересно, девки пляшут. Я чуть мужика не подставила. Дело в том, что Максим Викторович сегодня дежурит у нас в больнице. Как дежурит? Сегодня же Земцов дежурит. Ну, а я что? Ах, вот оно что. Понятно. Что делать будем? Секунду. Входите. Здравствуйте, доктор. Здрасте. Мне надо с вами срочно поговорить. Я подруга Вари Юдиной. Пожалуйста, выслушайте меня, это очень важно. Только я вас умоляю, она не должна знать, что я была здесь и разговаривала с вами. Хорошо. Вы знаете, что Варя обладает уникальными способностями? Да, я это уже понял. Но вы не знаете самого главного. Варя предсказала, что умрет во время родов. Извините, мне надо идти. Платон Ильич сейчас подойдет, а мы с вами начнем. Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте. Что у нас, Андрей Васильевич? Срок беременности 35 недель. Состояние плаценты и околоплодных вод соответствует сроку. Вы волнуетесь. Ну, успокойтесь, давайте вместе посмотрим. Боже мой, какое чудо. Вас ничего не беспокоит? У меня болит поясница и внизу живота. Платон Ильич, ребенок крупный. Посмотрите на мускулатуру матки. Вижу, Андрей Васильевич, я все вижу. Что вы видите? Варь, вы не волнуйтесь. После УЗИ ко мне зайдите, хорошо? Хорошо. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Елизавета Юрьевна. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь и представьтесь, как вас зовут, по какому вы вопросу. Секунду. Угу.
Я вас слушаю. Зовут меня Мария Генриховна. А приехала я по личному вопросу. Из Москвы. Вот как? Я много лет прожила с генералом Ракитиным. Я делила с ним и горе, и радость, и постель. Елизавета Юрьевна, извините, зайду позже. Мне было нелегко. Под хорошее настроение Коля брал меня на пикник. Когда было плохое настроение, вызывала к себе, чтобы утешила. Я у него прибиралась иногда. Так он говорил, что я его домработница. Я страдала, но любила его. Остановитесь. Вы уверены, что я должна обо всем этом знать? Конечно. Как и то, что я живу в купленной им квартире в Мытищах. Я все ждала. Вот. Выйдет в отставку. Захочет построить семейный уют. Женится на мне. Но, увы. Откуда вы на мою голову взялись? Он сказал, вот женщина, которую я люблю и на которой хочу жениться, но и мне он говорил, что любит. И что хочет жениться. Успокойтесь, пожалуйста. Мне не нравится, как вы выглядите. Вы опять нервничаете. Я стараюсь, но я не могу заставить себя. А вы думайте о хорошем, и все будет хорошо. Варя, нужно снова лечь в стационар. Уже сегодня. У вас угроза прерывания беременности. Лучше перестраховаться. Как скажете, доктор. Я вам пока выпишу направление. А я только спущусь в холл, меня там подруга ждет. Варя, все будет хорошо. Я не понимаю, зачем вы приехали? Коля выгнал меня. Выгнал из-за вас. Я здесь при чем? Это же вы были с ним все эти годы, после смерти Норы. Вы его на себе таскали после попоек. Вы помогли ему выбраться из этой гарнизонной дыры в Москву. Хватит. Что вы хотите? Отступные? Да нет. Просто хотела посмотреть, на кого же променял меня мой Коля. Посмотрели? Да. Пожалуйста. Только вы, милочка, не обольщайтесь. Не по зубам вам генерал Ракитин. Ничего у вас не получится. Поверьте моей интуиции. От силы год проживете, а потом с радостью вернетесь в эту дыру. Ну, во-первых, я пока эту дыру покидать не собираюсь. А во-вторых, с генералом Ракитиным я разберусь сама. Без посредников. Будьте любезны, покиньте мой кабинет. Ну и трепачка ты, Симка. Не ожидала от тебя. Я не понимаю, почему от меня это скрывали. Я что, посторонняя? Девочки милые, я ведь не хочу умирать. Есть ли жизнь после смерти? Но я точно знаю, что после смерти есть память. Варя, перестань. И я хочу, чтобы эта память была светлой. Ну, все. Я в отделении, устроюсь там, позвоню маме. Спасибо вам. Я люблю вас.
Олегу надо позвонить. Изаида Юрьевна, у нас возможны роды с летальным исходом. Нужна подстраховка. Бригада реаниматологов. Да, конечно. Основания для такого предположения? Интуиция. Меня интересуют медицинские обоснования. Вы выявили у пациентки патологию? Нет. То есть патологии нет? Нет. Так какого черта я буду срывать команду реаниматологов, если планируются обычные роды? На основании интуиции самой роженицы. Принимайте решение. Платон Ильич, слушайте, я ухожу. Вы зайдите, пожалуйста, в 9-ю палату к Силантьевой. Ну, там надо посмотреть, проверить состояние. Вы чем-то взволнованы? Так, честно говоря, день не очень. Чаю не хотите? Хочу. А это ваш фирменный? Рецептом не поделитесь? Да не забивайте себе этим голову. Лучше попробуйте. По-моему, к этому невозможно привыкнуть. Да вам и не надо. Хотя генерал, кажется, был из наших краев. Должен знать суд и царь. Да, он служил в Монголии, он знает. Да, не любит. Ну, а почему? При чем здесь генерал? Вы что, уже тоже выдали меня за него замуж? Нет. Просто я чувствовал, что вы в Москве долго не задержитесь. Интересно. А почему? Вы слишком самостоятельный человек. Вы не променяете профессию на роскошь. Тем более, если за это нужно поступиться частицей своей души. Варь, виноград будешь? Нет. А представь, вместе рожать будем. Дай телефон, пожалуйста. Врача позови. Хорошо, секунду, только не двигайся. Вот оно началось. Алло, Сима. Еще сильнее тушься. Не кричи, тушься. Решили события ускорить? Так получилось, простите. Где головка? В узкой части. Прошу прощения. Вот так. Дыши, Варь, дыши. Платон Ильич, если вы не против, я вам буду ассистировать. Хорошо. Начинаем. Глубокий вдох. Тужимся. Еще, Варя, сильнее. Если с Варькой что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Сима, не рви мне душу. Девочки, что ж такое? Так рано. Это все ее нервозность. Разве в таком настроении должна женщина носить ребенка? Тетя Танечка, ну вы только не плачьте, пожалуйста. Тужимся. Еще. Стоп. Дыши, отдыхай, ножки перевешивай. Все у нас хорошо. Четко выполняем мои указания. Дыши. Что вы говорите? Только спасите мою девочку. Так, что за разговоры, Варя? Уже головку прорезала, сейчас родишь. Схватка началась. Глубокий вдох. Тянется время. Я чувствую, что с моей девочкой что-то не так. Алла. Сима, вы что-то знаете? И тужимся.
Еще сильнее. Тужимся, тужимся. Стоп, дыши. И еще чуть-чуть тужимся. Вот так. Хорошо, стоп. Кого родила? Поздравляю, мамочка. Я мать девочки. Вы не должны от меня ничего скрывать. Даже если мы вам скажем, это все равно ничего не изменит. Давайте просто ждать. Я вас умоляю. Ай, молодец. Послед целый? Да, целый. Варя, открой глаза. Сонно не пульсирует. Зрачок расширен, на свет не реагирует. Остановка сердца. Амбушку, дефибриллятор, быстро! Салфетку! Адреналин, атропин, внутривенно, быстро. Лен, умеешь, давай. Разряд 200. Отошли все. Да, еще ждем, я тебе перезвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Олежка, дорогой, ты приехал. Я очень люблю Варю. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы будем вместе. Я уже плакать не могу, у меня все внутри окаменело. Она все знала. Девочка моя знала все. Пульса нет. Атропин есть. Разряд 360. Отошли все! Я не ожидала вас тут увидеть. Сейчас мы должны быть все вместе. Есть пульс. Давай кислород. Состояние стабилизируется. Лен, давай давление. Да, хорошо. С возвращением. Все. Все хорошо. Платон Ильич, вы себя плохо чувствуете? Я в порядке. Ну что, как это? Платон Ильич, вам нужно хорошенько отдохнуть.